Здравствуйте! Вы смотрите видеоблог «Жизнь и приключения на яхте Берута». С вами его автор и ведущий Аркадий Поликевич. Я нахожусь на острове Тутуила, американский Самоа, в бухте Пага-Пага. Завтра я собираюсь посетить национальный парк Тутуилы, расположенный здесь на острове. В него также входит пара других островов, но завтра будет восхождение только на гору Алава, возвышением 491 метр. Не знаю, будет ли вам ее видно, но это вершина вон той горы, где стоит телекоммуникационная вышка. Начало тропы позади вас, до него, наверное, километра 4 от яхты. Это так называемый вход Фагаса. Оттуда тропа идет по хребту до самого пика Алава, потом спускается на северное побережье в деревню Ватиа. Доброе утро. Собираюсь посетить национальный парк Самоа. Упаковываю рюкзак. Водичка. Консерва. И тут прилагается вареная картошка и яйца. Фрукты, овощи. Собственно, только фрукты. Апельсины, яблоки. Хлеб. Еще одна консерва. Ну, это лента на всякий случай для мозолей, от мозолей. Открывашка, важная штука. Вот, рюкзак собран. Если театр у Станиславского начинается с вешалки, то поход в горы для X-мена начинается с гребли. Как вы видите, тут до берега рукой подать не более 100 метров, поэтому с подвесным мотором связываться не стоило. Туристический центр национального парка находится напротив заправки, у понтона которой я оставил свою шлюпку. По правде сказать, зайдя в центр, я немного растерялся. Я просто такого не ожидал. Я думал взять там брошюрку с картой тропы, поболтать с симпатичной девушкой-рейнджером. Вот, но я понял, что я нахожусь в каком-то музее американских Самоа. Вы видите вокруг информативные стенды, куча полезной информации. Тут вам и об истории возникновения острова расскажут, и о истории создания парка. Много информации о тропическим птицам, рыбам, растениям, коралловых рифах рассказывается. Было бы у меня чуть больше времени, можно остаться и посмотреть пару документальных фильмов о плетении ковриков из дерева пандануса и узорах орнамента, которые вот рисуются на папирусе. Вот вы видите как раз этот узор. Собственно, это древесная кора, и вот краской наносится рисунок. Да, ну, в общем, из центра просто не хотелось уходить. Вот, но тем не менее, день уже был в полном разгаре, солнце высоко, и нужно было торопиться. Подъем нелегкий. Хорошо, что я не взял с собой велик, иначе бы попотел еще больше. К началу тропы я добрался где-то через час после выхода из центра. Перед вами карта парка, которая говорит, что общая протяженность маршрута до пика Алава чуть больше 11 километров. А это вид с вершины перевала на залив Фагаса, расположенный на северном побережье острова, как раз напротив залива Пага-Пага. Ну вот, собственно, и сама тропа. Городской парк, да и только. Какие же тут непроходимые джунгли. Тропа как раз начинается вот с роскошной пальмы, это панданусовое дерево, которое используется местными жителями для плетения ковриков, даже одежду изготавливают. Национальный парк «Американский Самоа» был основан в 1988 году. В течение 5 лет не могли решить, что же делать с землей. Дело в том, что в Самоа нет частной собственности, ну, по крайней мере, на землю, только коллективная. Другими словами, вся земля поделена между деревнями и находится в общественном пользовании. Ну, то есть продать ее невозможно.
Оставалась только аренда. И вот американская служба национальных парков договорилась с вождями деревень об аренде земли на 50 лет. То есть что ждет парк через 50 лет, никто не знает. Удастся ли американским властям в очередной раз договориться с местными жителями. Вот я и на вершине горы Алава. 492 метра. Пустяк. Но, как поется в песне, здесь вам не равнина, здесь климат иной, а именно климат тропический. Восхождение даже на такую высоту достаточно тяжелое. 7 потов сошло с меня, пока я сюда добрался. Но я доволен. Остров мне нравится. Когда я готовился к плаванию на Туитилу, бухту Пага-Пага, то информация была нерадостная. На веб-сайте Нунсайт, популярном среди эксменов, были такие отзывы, что Паго-Паго хорош для пополнения продовольствия и как безопасная бухта на период ураганов. Говорят, что некоторые эксмены предпочитают оставаться здесь, пережидать сезон ураганов, нежели бурный переход до Новой Зеландии. Посмотрим, что за переход мне предстоит. Но, на мой взгляд, Паго-Паго хорош совсем не продовольственными магазинами. То есть здесь не найти больших американских супермаркетов, о которых почему-то пишут на моем сайте. Маленькие китайские магазинчики с очень ограниченным набором товаров. Та же французская Полинезия с островами общества, такими как Таити, Бора-Бора, Реатея, гораздо более подходящее место для заправки провиантом. Вот. Мне же Пага-Пага понравился прежде всего природой, национальным парком.
странно, что никто о нем не упоминает. Это просто замечательное место, богатейшая природа и самое главное отсутствие туристов. Американцы молодцы, они построили такой замечательный центр для туристов. И, похоже, им никто не пользуется. Вы видели гостевая книга здесь на вершине горы. Да, то есть люди сюда поднимаются. Но, пожалуй, вот, не знаю, хорошо, если раз в неделю сюда поднимется хоть один человек. То есть на тропе вам никто мешать не будет, и вам никто в спину дышать не будет. В общем, райское место, райское. Ну и якорная стоянка, конечно, тоже хорошая, спокойная, зыби нет, защищенная со всех сторон горы. Кстати, на вершине горы прочитал любопытную информацию о происхождении острова Татуила и американских Самоа. Остров вулканический, это вулкан, который вот с дна моря поднимался, там вот эта лава, она накапливалась слоями. Возраст его более миллиона лет. Но американские Самоа, оказывается, на миллион лет младше, чем западные Самоа. Вот. А вообще они расположены на плато, которое двигается со скоростью 3 дюйма в год в сторону Китая. Представляете? И это плато, оно смещается по отношению к горячей точке, которой, собственно, вот эти вот вулканы, извержения вулканов-то и происходят. Сейчас недалеко, где-то на восток от Татуилы, возникла тоже подводная гора, то есть до поверхности океана еще метров 600, но ученые предсказывают, что через пару сотен лет она вполне может достичь поверхности и образоваться новый остров, в то время как Татуила будет уже на полпути к Китаю. Вот, кстати, еще одна немаловажная причина, почему мне понравился остров Татуила, это, собственно, дружелюбие и миролюбие местных жителей. Так понимаю, что с момента прихода христианства на остров все их междоусобицы и войны между соседними островами и племенами прекратились, перестали убивать моряков, пытающихся их колонизировать. И, в общем, сейчас, я так понимаю, отношение очень хорошее к туристам. Я общался уже с несколькими людьми, и все очень дружелюбные, приветливые, охотно делятся информацией. Ну вот я и дома. Устал. Тяжелый день. Тяжелое восхождение. Все прошло благополучно. На обратной дороге меня застал дождик. Но не это опечалило мой день. Собаки. Черт бы их побрал. Я знал, что на обратном пути меня ждет с ними встреча. Поэтому набрал 2 горсти камней. Но я не знал, что собак будет так много. Дворовые собаки. Не уличные, дворовые. Когда я проходил через деревню, сначала одна пара, другая пара, третья пара. В общем, собралась вся деревня. И окружили меня. И если бы не добрые люди на машине, которые вывезли меня из
этой своры собак все бы могло кончиться печально. Я думаю, что без кровопролития бы не обошлось. Камней собаки уже не боялись, а палки у меня не было. Вот. Но это какая-то напасть для всех островов Тихого океана. На Таити меня покусали, у Ахива тоже пришлось не отстреливаться, или отстреливаться от собак камнями. Вот и здесь. Не знаю, что делать. На самом деле нужно или с палкой ходить, или может быть даже с мачетью. Думаю, на следующей неделе, в понедельник, зайти в туристический центр национального парка и выяснить этот вопрос, спросить, а что же делать вот в случае нападения собак? Ведь можно же, конечно, им проломить голову, там, не знаю, как-то изувечить или даже нечаянно убить, да? Но ведь, ну пусть она тебя покусает, ладно. Я надеюсь, что бешенства здесь тоже нет. Но ведь как-то же потом надо улаживать отношения с хозяином. Такое впечатление, что все-таки не все жители достаточно миролюбивые и дружелюбные. Вероятно, собаки, вот эти вот самые дворовые злые собаки, они унаследовали кровь своих диких первобытных хозяев. Иначе я просто не знаю, как объяснить такое их поведение. То есть они совершенно без предупреждения набрасываются, кусают. То есть, ну, я таких собак, честно говоря, еще нигде не встречал. Даже, я помню, в России был окружен кучей деревенских собак, но они вели себя, так сказать, пугливо. То есть они на расстоянии все, так сказать, лаяли, но никто не бросался и не кусал тебя за пятку. Вот. Эти же достаточно прямолинейные, то есть они видят жертву и бросаются на нее. Вот. Если у жертвы голые руки, ну, жертве придется плохо. Окажется, так сказать, рядом какое-нибудь дерево или высокий забор, на который можно забраться. Так, честно говоря, придется очень плохо. Вот такими вот негативными впечатлениями закончилось мое восхождение на гору Алава или посещение национального парка острова Тутуила, американских Самоа. До следующих встреч!